Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать всех новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много, и для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Надеюсь, видео вам понравится. Вы оставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появятся новинки. А своим постоянным зрителям, своим подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам отдельный привет, слова благодарности. Вы моя большая группа поддержки. Спасибо вам за ваши отзывы, за ваши пожелания. Вы моя большая группа поддержки. Я к вам сегодня с новыми ниточками. Ниточки, конечно, у нас старые, да, Alize Angora Gold. Мы такими уже работали, вязали, знаем. Но вот именно такого секционного окрашивания это ниточки новые. Итак, смотрите. Здесь получается точно так же в 100 граммах 550 метров. Чтобы не забыть цвет, сразу же называю вам 1602. Такой вот переходящий белый, розовый, такой темно, ну не красный, да, он какой-то темно-розовый. Там даже, смотрите, даже серенький есть. Интересно будет посмотреть, как он ложится в узорчики. Итак, состав 80% акрил, 20% шерсть. И нам советуют брать крючок от двоечки до четверочки. В принципе, мы вязали троечкой, да, и, ну, неплохо получилось. Но вы для себя подбирайте. 2, 2,5, 3, 3,5, 4, как вам будет удобнее. Чем воздушнее хотите вязание, тем крючок берите потолще. Чем плотнее хотите вязание, крючок потоньше. Тут нам еще производители показали, что очень хорошо смотрится в шалях, в палантинах, в накидках, да, то есть идеальные, так скажем, ниточки. Но вы можете использовать туда, куда вы захотите, в любое, конечно, изделие. Итак, сегодня схемки не будет, поэтому наблюдайте, смотрите, слушайте. Итак, кто-то на канале знает, что я делаю небольшие образцы. Найти еще кончик надо, да? Делаю небольшие образцы в районе 30 петелек. И сегодня, получается, мы с вами сделаем узорчик. Раппорт узорчика будет 10 петелек. И мы с вами, давайте наберем 41 воздушную петельку. Да? Чтобы красивый узорчик закончился, наберем 41 воздушную петельку. Итак, все как всегда. То есть вначале мы с вами фиксируем петельку. А теперь набираем 41 воздушную петельку. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 и 41. Есть. А теперь давайте с вами сделаем, особенно с новичками, вспомогательный ряд. Я буду делать его из столбиков с накидом. А опытные мастерицы могут уже мастера приступать к узорчику. То есть перемотаете этот ряд. Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Считаем от крючка пятую петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Ныряем. Еще раз. 1, 2, 3, 4, 5. Ныряем в пятую петельку. И провязываем столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. В следующую петельку опять ныряем и провязываем столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. И так далее. Мы с вами вот так вот шагаем, ныряем по всем петелькам нашей цепочки, нашей косички и провязываем столбики с накидом. В дальнейшем вы увидите, что со столбиками работать удобнее, нежели с, ну, по крайней мере, новичкам, нежели с петельками цепочки. Ну, чтобы вдруг не перешагнуть лишнее, либо наоборот не досчитаться. А со столбиками будет намного проще. Итак, до конца ряда, если вы набрали такое же количество петель, как и я, то есть 41, то у вас должно получиться 41 столбик. Так? Если больше, больше, если меньше, меньше. И не забывайте, что первые 3 петельки подъема мы тоже считаем как столбик с накидом. То есть смотрите, сколько я сейчас столбиков провязала. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Поняли, да? То есть мы тут 3 петельки тоже считаем. Все, давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Итак, вот мы провязали наш вспомогательный ряд. Теперь нам будет намного удобнее и легче вязать наш узорчик. Итак, воздушную петельку, поворот. И сюда же в этот же столбик провязываем столбик без накида. Есть. Далее 2 воздушные петельки. Пропускаем в столбиках, вот в этих столбиках, 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И в 5 столбик 2 накида делаем. В 5 столбик ныряем и провязываем столбик с 2 накидами. То есть по 2 петельки. Еще 2 воздушные петельки, 2 накида, сюда же нырнули, вытянули ниточку, провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Столбик с 2 накидами. 2 воздушные петельки, сюда же 3 столбик с 2 накидами. 2 воздушные петельки, сюда же
4 столбик с 2 накидами, 2 воздушные петельки и сюда же столбик 5 с 2 накидами. Вот, видите? Вот такая вот получается у вас красота. Вот такой большой, длинный, широкий веерочек. Так, 2 воздушные петельки и отступаем, получается, пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4 и в 5 ныряем, провязываем столбик без накида. Вот тот самый наш столбик без накида, который мы провязали вот в начале веерочка. То есть далее будет только повторение. 2 воздушные петельки, пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. В 5 столбик ныряем и провязываем столбик с 2 накидами. 1, 2 воздушные петельки, столбик с 2 накидами. 2, 2 воздушные петельки, столбик с 2 накидами. 3, 2 воздушные петельки, столбик с 2 накидами. 4 и 2 воздушные петельки, столбик с 2 накидами. 5. 2 воздушные петельки, пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. В 5 ныряем, провязываем столбик без накида. То есть вот таким вот образом мы формируем веерочки до конца ряда. Смотрите, сколько вы столбиков набирали, да? Все, давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. У вас получится. Итак, смотрите, вот мы провязали наши веерочки. Как мы заканчиваем ряд? Вот последний получается столбик, 2 воздушные петельки. Опять пропускаем 4 столбика в нижестоящем ряду. 1, 2, 3, 4. И вот наши 3 петельки подъема. К 3 петельке подъема присоединяемся и провязываем столбик без накида. Все. Красота. Идем дальше. 2 воздушные петельки. 1, 2. Поворот. И теперь у нас ориентир. Смотрите, какой будет. Получается, там, где воздушные петельки, это арочка, да? Столбик, арочка, столбик, арочка, столбик, арочка и так далее. Итак, смотрите, накид. Ныряем в первую арочку, вытягиваем ниточку. У нас 3 петельки на крючке, провязываем их вместе. 1. Это получается полустолбик с накидом. Накид. Далее ныряем в верхушку столбика. Вытягиваем ниточку и опять провязываем полустолбик с накидом. 1. Понятно? Следующая арочка. Все по одному столбику. 1. Следующий столбик. 1. Следующая арочка. 1. Смотрите. Вот у нас 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик. Смотрите, в 3 столбик, просто запомните, да, мы будем провязывать 3 полустолбика с накидом. Итак, 1. Сюда же. 2. Сюда же. 3. То есть у нас такая вот будет здесь прибавочка. Дальше возвращаемся, получается, до столбика без накида по одному столбику. Итак, в арочку 1 полустолбик с накидом, в столбик 1 полустолбик с накидом, в арочку провязали, в столбик провязали, в арочку провязали. Дальше у нас получается, помните, да, столбик без накида, который был между веерочками. Так вот, ныряем в этот столбик и провязываем тоже полустолбик с накидом. Есть. И опять следующий веерочек пошел. Опять арочка, полустолбик с накидом. Следующий. В столбик, полустолбик с накидом. Арочка, столбик, второй, да, считаем. Арочка. И вот наш 3 столбик. 1, 2, 3. В 3 столбик провязываем 3 полустолбика. 1, сюда же. 2, сюда же. 3. Понятно? Прибавочку делаем. Все, опускаемся обратно до столбика без накида. Арочка, столбик, арочка, столбик, арочка и опять наш столбик без накида. Мы его тоже провязываем полустолбиком. Все, несложно. Смотрите, у нас зрительно, да, формируются вот такие вот волны. Вот мы поднимаемся, опускаемся, поднимаемся, опускаемся. И давайте вот так до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. Несложно, у вас получится. Итак, смотрите, вот мы провязали практически до конца ряда. Показываю, как заканчиваем. После арочки у нас идет просто столбик без накида. И мы ныряем в него и провязываем наш полустолбик с накидом. Есть. Далее, смотрите, опять 2 воздушные петельки, поворот. И теперь мы с вами идем по всем нашим полустолбикам с накидом и провязываем их точно так же полустолбиками с накидом. Итак, вот получается наш первый столбик, да, мы его уже провязали. Вот именно петельками подъема ныряем во второй. И провязываем. 1, полустолбик, следующий, 2, следующий, 3, следующий, 4, следующий,
5. Смотрим, да, видите, наши 3 столбика. Следующий провязываем столбик 1 из 3, 6. Теперь центральный столбик, центральный, мы точно так же провязываем, как 3 столбика, полустолбика с накидом. Раз, сюда же 2, сюда же 3. И теперь возвращаемся обратно. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5. Далее, смотрите, вот эти вот 2 столбика, 1 и 2, мы с вами пропускаем. Потому что это как бы низ волны, и всегда идет убавка внизу, прибавка наверху. Итак, 1, 2 пропустили, с 3 начинаем подниматься. 1, следующий, 2, следующий, 3, следующий, 4, следующий, 5. Смотрите, опять у нас 3 столбика. Первый, получается, мы провязываем. Так. Центральный столбик мы провязываем опять как 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. И спускаемся обратно. 1, 2, 3, 4, 5. Опять 2 столбика пропускаем. 1, 2. И с 3 опять начинаем подниматься. Понятно? То есть, кто вязал узорчик волны, знает, что внизу всегда убавляется. То есть, там 2 столбика как бы провязываются вместе. А наверху всегда прибавляется. Понятно? Все, давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите. Видите, как интересно получается? И заканчиваем наш ряд. Получается, вот наш тоже был здесь петельки подъема, да, 2 петельки. Вот, получается, во вторую петельку мы присоединяемся и провязываем наш полустолбик с накидом. Далее, смотрите, делаем, получается, 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Поворот. А теперь, смотрите, делаем 2 накида. И вот, получается, от этого столбика, да, мы сделали петельки подъема. 1 столбик пропускаем, в следующий столбик ныряем и провязываем столбик с 2 накидами, но не до конца. 2 петельки, стоп. Далее, опять 2 накида. Теперь пропускаем 2 столбика. 1, 2. В третий, получается, ныряем и провязываем еще 1 столбик с 2 накидами. Но не до конца. Опять 2 петельки и стоп. А теперь, когда 3 петельки на крючке, мы их должны провязать все вместе и обязательно зафиксировать. Понятно? Идем дальше. Сейчас увидите, какая получается красота. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Накид. Вот, пропускаем 1 столбик. Так? И получается в самый центральный столбик, да, если посмотрите, самый центральный столбик мы провязываем столбик с накидом. Есть. Далее 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Опять 2 накида. Пропускаем 1 столбик. В следующий столбик провязываем столбик с 2 накидами не до конца. 2 петельки, стоп. Видите, да, мы спускаемся. 2 накида. Здесь мы пропускаем 2 столбика. 1, 2. В третий ныряем и провязываем 2 петельки, стоп. 2 накида. Пропускаем 1 столбик. И вот в центральный, получается, видите, да? Ныряем и провязываем столбик опять с 2 накидами. 2 петельки, стоп. Держим все на крючке. 2 накида. Опять пропускаем. Здесь в этом случае 1 столбик. В следующий ныряем, провязываем 2 петельки, стоп. Опять 2 накида. Пропускаем 2 столбика. 1, 2. И в третий ныряем, провязываем столбик с 2 накидами тоже не до конца. То есть получается вот наши 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. 5 петелек, да? И 6-я петелька, которая была у нас на крючке. Наша задача провязать теперь все эти петельки вместе за раз. Раз. И зафиксировали, чтобы они у нас никуда не убежали. То есть смотрите, это у нас получается те же самые веерочки, только перевернутые. Поняли? Во, какая красота. Дальше 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Накид. Столбик пропускаем. И в самый, получается, центральный, да, столбик провязываем столбик с накидом. Все. Ничего сложного. 1, 2, 3, 4. И опять провязываем. Смотрите внимательно. Получается, вначале мы пропускаем 1 столбик. Потом мы пропускаем 2 столбика. Поняли, да? Чтобы не запутались. 1 столбик пропускаем. Провязываем столбик с 2 накидами не до конца. 1. 2 столбика пропустили. Столбик с 2 накидами не до конца. 2. Дальше 1 столбик пропускаем. Вот в центр, видите, в самую низинку нашей, получается, волны.
ныряем и провязываем столбик с 2 накидами, тоже не до конца. 3. Столбик пропустили. 4. И 2 столбика пропустили. 5. Вот наш формируется веерочек наоборот. У нас получается сейчас 6 петелек на крючке. Мы их аккуратно провязываем все вместе, оп, до конца. И обязательно зафиксируйте. Понятно? Все. Не сложно? Не сложно. Давайте. Опять 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И присоединяемся. Столбик 1 пропустили. К центральному столбику присоединяемся. И здесь провязываем столбик с накидом. Все. Огонь. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите. Вот такая по итогу красота. Но это еще не вся красота. Дальше что мы делаем? 4 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Поворот. И теперь нам с вами необходимо будет провязать вот точно такой же веерочек, как мы вязали в самом начале ряда, да? Но видите, у нас здесь половинка. Значит, мы провязываем половинку. Итак, 2 воздушные петельки, 2 накида. И ныряем вот сюда же, где мы, получается, провязывали все наши столбики, да? Нырнули в верхушечку эту и провязываем столбик с 2 накидами. Есть. 2 воздушные петельки, опять 2 накида. И сюда же ныряем и провязываем столбик с 2 накидами. 2 воздушные петельки. И вот там, где у нас, получается, был столбик с накидом, мы ныряем сюда и провязываем столбик без накида. Помните, да? Мы же в начале ряда вот так вязали в первом ряду. Дальше опять 2 воздушные петельки, 2 накида. И вот мы опять ныряем в верхушку, там, где мы провязывали все наши столбики вместе. И провязываем столбик с 2 накидами. 1, 2 воздушные петельки. Сюда же столбик с 2 накидами. 2. 2 воздушные петельки. Сюда же столбик с 2 накидами. 3. 2 воздушные петельки. Столбик с 2 накидами. 4. 2 воздушные петельки и столбик с 2 накидами. 5. Опять 2 воздушные петельки. И там, где наш столбик с накидом, присоединяемся, провязываем столбик без накида. Поняли, да? То есть вот у нас с вами получается вот такие вот как бы, ну, ромбики, да, как мы их назовем, веерочки. То есть наоборот, как вот мы здесь провязывали. Мы с вами повторяем, получается, первый самый ряд нашего узорчика. То есть у нас, получается, здесь будут воздушные петельки со столбиком, а здесь у нас были все столбики. Поняли, да? Все, давайте провязывайте до конца. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот мы провязали наши веерочки. Вот этот наш ряд, да? Теперь мы будем провязывать ряд с полустолбиками с накидом. Помните, да? Итак, 2 воздушные петельки. 1. Так, сейчас 1, 2. Поворот. И получается наши ориентиры. Арочка, столбик, да? Но не забываем, что получается в 3-м столбике, вот здесь вот мы с вами провязывали, помните, 3 полустолбика с накидом. Получается 2 воздушные петельки. И сюда же ныряем, провязываем 2-й полустолбик с накидом. Но этого будет здесь достаточно. Понятно? То есть половинка. Идем далее. Арочку нырнули, полустолбик с накидом, в столбик, полустолбик с накидом, в арочку, полустолбик с накидом, в столбик, полустолбик с накидом, в арочку. Так, есть. Вот наш веерочек закончился. Далее столбик без накида. В него тоже провязываем полустолбик. Ну, помните, да? То есть сейчас мы с вами повторяем полностью 2-й ряд нашего узорчика. Просто он немножко смещен, и все. Эти веерочки были смещены. А далее все тоже то же самое. Так, в арочку, в столбик, в арочку. Не забываем, да? 1, 2, 3. В 3-й столбик провязываем 3 полустолбика. 1, сюда же 2, сюда же 3. Все. И обратно спускаемся в арочку, в столбик, в арочку, в столбик, в арочку, в столбик без накида и так далее, и так далее. Все, давайте. В этот ряд вы уже умеете вязать. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас еще раз встречу. Так, смотрите, красота растет. Не забывайте, да, что в последний вот этот 3-й, получается, столбик, у нас были 4 петельки подъема, мы провязываем 2 полустолбика с накидом. Идем далее. Опять 2 воздушные петельки, поворот. Помним, да, что мы, получается, опять провязываем сюда же, в этот же столбик, где мы делали петельки подъема, еще 1 полустолбик с накидом.
Помните, да? У нас здесь, получается, было по 3 полустолбика. Но так как здесь половинка, всего лишь будет 2. Все. А дальше, получается, шагаем по всем нашим столбикам и провязываем также полустолбики с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Так, мы оказались, получается, в низинке волны, да, значит, 2 столбика пропускаем. 1, 2. И с 3-го столбика начинаем опять провязывать полустолбики. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И вот получается наш центральный столбик, мы будем в него провязывать 3 столбика, точно так же. 1, 2, 3. Вспомнили, да? Все, то есть провязывайте точно так же, как мы провязывали сами вот здесь вот второй ряд полустолбиков. Все, давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, довязали до конца ряда. Помним, да? Здесь мы начинали 2 полустолбиками и здесь заканчиваем 2 полустолбиками. А по центру здесь у нас было по 3 полустолбика, помните? Далее, смотрите, мы должны будем с вами делать вот такие вот как бы наши перевернутые веерочки, да? Вспоминаем. Получается, на верхушке, вот на верхушке у нас здесь должен быть столбик с накидом. То есть мы с вами провязываем 3 петельки подъема, имитация столбика с накидом. 1, 2, 3. Поворот. А дальше смотрите, после, получается, столбика, да, у нас здесь с вами было 4 воздушные петельки. То есть мы здесь провязываем еще воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. По итогу 3 петельки подъема и 4 воздушные петельки узорчика. Всего 7 воздушных петелек. Далее 2 накида. Вот наш столбик, от которого мы провязывали. Пропускаем 1 столбик и в следующем, во втором столбике провязываем столбик с 2 накидами не до конца. 2 петельки, стоп. 2 накида. Далее пропускаем 2 столбика. 1, 2. В третий ныряем, провязываем также столбик с 2 накидами не до конца. Стоп. 2 накида. Пропускаем 1 столбик. Вот как бы в низинку нашей волны ныряем и провязываем точно так же столбик с 2 накидами не до конца. Стоп. 2 накида. 1 столбик пропустили. Стоп. Далее 2 столбика пропустили. Стоп. И теперь все наши 6 петелек провязываем вместе. Вспомнили, да? 1. И обязательно зафиксировали. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И вот получается, мы пропускаем 1 столбик. И вот наш центральный самый столбик. Мы в него провязываем столбик с накидом. Все. Понятно? Понятно. Давайте до конца ряда, потому что вы уже умеете, вы уже здесь провязывали. А в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите. Вот. Провязали опять перевернутые наши вот эти вот веерочки, да. А дальше у вас начинается прям точь-в-точь идентичный первый ряд, да. То есть не со смещением, а вот первый ряд. То есть сейчас вы, получается, переворачиваете свое вязание, да. 1 воздушная петелька, поворот. И сюда же, в этот же столбик, мы провязываем столбик без накида. Видите? И дальше у нас все начинается так же, как первый ряд. 2 воздушные петельки, 5, получается, наших столбиков, формируем веерочек. И опять, там, где у нас, получается, был столбик с накидом, видите? Вот у нас будет столбик без накида. И все, опять веерочек, 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 веерочек. Все, давайте увеличим наш образец на несколько рядочков, так, и встречаемся через несколько рядочков, посмотрим, что получится. Получится здорово. Итак, смотрите, вот провязала несколько рядочков. Четко видно, да? Вот наши волны идут. Так? Опять же видно, как мы назовем их: снежинки, ромбики, да, цветочки, одуванчики и так далее. Вот, смотрите, какая получается по итогу красота. Красота двусторонняя. В первую очередь на глаза бросается, что это может быть: палантин, а также летняя кофточка, кардиганчик. Все такое воздушное, нежное. Это может быть, конечно, и шарфик, снудик, да, смотря какую вы будете использовать пряжу, потоньше, потолще. Это могут быть либо летние топики, либо это могут быть теплые шарфы, да. Смотрите, ниточки, видите, получается беленькая началась, да, потом, наверное, она перейдет обратно в такую ярко-ярко розовую, да, темно-розовую, а потом будет серый. Значит, мы с вами встречаемся на следующем узорчике, мы увидим, как будет ложиться именно серая ниточка. Ну а пока вот так вот: темно-розовая, светло-розовая и беленькая. Давайте посчитаем, сколько у нас получилось в сантиметрах, если мы брали
например, 41 воздушная петелька, да, получается этой же пряжи, если этим же крючком, этой же плотностью вязания, то есть это получается, ну вот 22 сантиметра. Если будете вязать палантинчик, то обязательно по бокам провяжите 3, 4, там 4, 5, 6 столбиков с накидом, да, то есть как бы, чтобы это такая граница была, как внизу. Вот. Итак, 20, ну пусть 2 сантиметра. И тут получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и наборный 13, 14 ряд. Сколько у нас получится? Это получается, ну, 14 с хвостиком, да, сантиметров. Сам по себе узорчик легкий, нежный, воздушный, вяжется очень легко за счет воздушных петелек. Вот так вот он тянется. Я думаю, вам понравится в копилочку ваших узоров. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Впереди очень много нового и интересного. И не забывайте нажимать на колокольчик. Так вы узнаете, когда новинки появятся на канале. Под видео справа внизу находится стрелочка. Поделитесь с друзьями, с подружками в разных соцсетях. Делитесь. Спасибо вам заранее большое. И спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем ровных петелек. До новых видео. Пока-пока.